sit down. Я расскажу сейчас о вариантах крепления камеры во время съемок стоп-моушена. Первое – это штативы. Есть разные штативы, есть простые, более дорогие, но простые отлично подходят для того, чтобы крепить камеру и снимать. У меня в студии есть два штатива. Вот это вот обычный штатив. Он такой складной. На каждой ножке есть зажимы. Можно удлинять ноги, укорачивать. Этот штатив легкий, но устойчивый. Все конструкции на 3 ногах устойчивые. Сверху здесь есть такая голова. Она крутится вперед и назад, влево-вправо. Главное потом закрепить это все. И есть такая съемная платформочка. Мы ее снимаем. На платформе есть винт. Такой вот. Резьба винта 1/4 дюйма. И такой же вход такого же дюйма в камере. И мы берем камеру, устанавливаем на камеру нашу платформу от штатива. Прикручиваем. Чтобы более плотно прикрепить, лучше пользоваться отверткой. Так, и устанавливаем камеру на платформу. Так, все. Установили все, камера стоит, и осталось только выставить камеру так, чтобы в кадре была композиция кадра. Так, далее более профессиональные штативы. У меня есть штатив компании Manfrotto. Это итальянская фирма, и она считается одной из самых лучших по производству оборудования для крепежа. В этом штативе те же самые, да, та же самая конструкция, ноги с зажимами, с помощью которых можно удлинять, укорачивать ноги. Сама конструкция в раза 3 тяжелее, то есть профессиональный штатив, он очень тяжелый и за счет этого более устойчивый. На этом штативе есть очень классная поворотная голова, которая может двигать камеру в 3 направлениях. Сейчас. Тоже есть платформа. Сначала выставляем платформу. Так, и крепим нашу камеру до щелчка. Намного удобнее вот здесь даже было крепить камеру. И все, камера стоит. И дальше с помощью поворотной головы мы начинаем выставлять наш кадр. Регуляторы достаточно жесткие. При вращении можно поворачивать камеру на одинаковое расстояние. И вот с помощью этой головы я делала такую симуляцию слайдера немножко. Конечно, с помощью слайдера движение камеры можно сделать более плавными и сглаженными. Здесь такой ручной вариант, но он рабочий. Он рабочий, потому что в кадре видно классное вот это движение камеры. Далее, что здесь есть в этом штативе крутого? Это такая вот балка, такая перекладина, которую можно вытянуть и установить горизонтально. Так, установили.
Закрепили. Вот так, сейчас. И вот наша конструкция. Она, конечно, неустойчива. Здесь лучше делать какой-то утяжелитель, вешать. Но это очень полезная функция, если вам нужно снимать что-то сверху вниз. Но опять-таки, эта конструкция очень ограничена, потому что длина вот этой перекладины небольшая. И если у вас длинный стол и нужно снимать что-то строго над центром стола, то длины вот этой перекладины просто не хватит. Поэтому это такой вариант промежуточный. Я использую этот вариант для съемок стоп-моушена, элементов каких-то стоп-моушена на хромакее. Я выставляю, эта камера смотрит вниз, и мне не нужен весь стол, мне не нужно, чтобы весь стол попадал в кадр. Мне нужен небольшой участочек, и таким образом я снимаю. Так, сейчас я выставлю обратно это все. Так. Будьте всегда аккуратны с такими конструкциями, всегда придерживайте камеру до тех пор, пока вы не убедились, что конструкция не упадет. Вот здесь на столе у меня есть такой вариант настольного штатива. Я прикреплю ссылочку на него внизу видео, но возможно, что он вышел из продажи, и я предложу вам какие-то альтернативные варианты. Но суть проста. На вот этой конструкции она состоит из таких вот вертикальных балок и горизонтальной перекладины. Эти вертикальные балки крепятся к столу на струбцине. Вот, мы раскрутили, достали струбцину, поставили в нужное место и винтом закрепили. Все, держится надежно. Далее на вот этих вот перекладинах вертикальных есть такие вот зажимы для вот этой перекладины горизонтальной. Я вот ее сейчас сниму. Эти зажимы двигаются вверх-вниз, поворачиваются всячески. Главное выбрать нужное положение и закрепить. Закрепили там и там. И теперь вставляем нашу горизонтальную перекладину. И закрепляем ее. На перекладине находится такая тоже платформочка с зажимами. Она ездит влево-вправо. Установили, где нужно, по центру. Закрепили. И вот здесь есть такое вот колесико. И такой вот крепеж тоже. Вот это база. Тоже поднимается вверх-вниз. Закрепили базу. И потом ставим камеру. Подставляем под резьбу 1/4 дюйма. И прокручиваем колесико. И закрепляем камеру над нашим столом. Все, тихонечко, не резко убираем руки, смотрим, все держится. Конструкция на самом деле очень устойчивая. Все, закрепили камеру, снимаем над столом. Сейчас в интернете появились варианты таких вот настольных штативов на струбцине, когда есть только одна вот эта вертикальная струбцина и одна горизонтальная балка, и все. Здесь вариант с 2 балками, он очень устойчивый. Один нюанс по этой конструкции. Эту конструкцию можно поставить не на любой стол.
потому что длина вот этой балки, она ограничена. Тут, по-моему, метр. И стол под эту конструкцию должен быть тоже длиной не больше метра. Иначе ничего не станет. Иначе придется просто крепить одну эту балку и вот эту одну. Следующий вариант крепления камеры — это стойка журавль. Вот есть такая у нас стоечка. На ней есть несколько секций с зажимами для регулирования высоты. На эту стойку мы устанавливаем перекладину. С помощью чего? Есть такая вот штука, называется поворотная муфта. Мы эту муфту ставим на нашу перекладину и зажимаем. На этой муфте есть очень много разных размеров под разную ширину вот этой вот стойки. Ставим муфту. Прикручиваем ручку и зажимаем. Все, вот первая половина муфты зажата на нашей стойке. Вторая половина муфты может прокручиваться, вращаться. И в эту часть муфты мы вставляем вот такую балку. Такая балка или перекладина, она еще называется. В этой перекладине есть тоже такая секция с зажимом, чтобы регулировать длину перекладины. Вставляем перекладину во вторую часть муфты. Тоже подбираем по размеру, чтобы она у нас была хорошо зажата. Сюда вставляем и закрепляем муфту. Главное, чтобы две половинки вошли друг в друга такими специальными зубчиками. Дальше вешаем на конец перекладины такой вот зажимчик, струбцину с крюком, для того, чтобы на этот крюк повесить утяжелитель, чтобы наша конструкция балансировала хорошо по весу. Так, ставим этот зажимчик и его закрепляем. На крюк вешаем такой вот утяжелитель. Что тут внутри? Тут внутри пластиковая бутылка с солью. Еще можно песок насыпать. Вешаем на крюк. Смотрите, на конце вот этой балки у нас есть такой стандартный размер. Это палец диаметром 16 миллиметров. А на конце этого пальца резьба диаметром 1/4 дюйма. И теоретически в эту резьбу вкручивается наша камера, да, чтобы ее вкрутить, надо просто поставить и поворачивать. Но мы этого делать не будем. Для того, чтобы поставить камеру на конец вот этой балки, нам понадобится такой адаптер, переходник с круговой головой. Вот, головка крутится. Здесь вот эта резьба, входная, она диаметром 3/8. Вообще есть две резьбы. 1/4 и 3/8. И они постоянно, эти две резьбы, везде. И в камерах, и на конце перекладин, и еще где-то. Поэтому, чтобы не попасть в просак, лучше запастись такими небольшими переходничками с одной резьбы, с одного размера резьбы на второй. Вот у меня есть такой классный переходничок, достаточно жесткий, и он переходит с резьбы 1/4 дюйма на 3/8. Вот здесь в голове вход 3/8. Я вкручиваю мой переходник,
И потом уже эту голову я накручиваю на конец вот этой перекладины. И дальше я ослабляю вот этот винт. И уже на вот эту круговую голову я ставлю камеру. И прикручиваю к камере вот эту вот свободно ходящую голову. Зажали. Далее выставляю нужное мне положение камеры и зажимаю вот этим вот винтиком. Зажали покрепче. И снова аккуратно опускаем руки. Вроде все стоит. Продолжаем придерживать камеру и немножко подаем вот эту стойку вперед на камеру, чтобы посмотреть, не падает ли она. Всегда смотрите, чтобы одна тренога стояла в том же направлении, что и камера. Тогда конструкция будет более устойчива. Длина вот этой перекладины позволяет разместить нашу камеру четко по центру стола, какой бы стол там широкий ни был, но намного более широкий, чем какой-то стандартный стол. Мы можем поставить эту конструкцию сбоку, так, чтобы она нам не мешала, и выставить камеру, и все, и забыть про камеру, и ее не трогать. Единственный нюанс, что для этой конструкции нужно место. И нужна какая-то комната с прям большим каким-то, с длинной стеной. Если место вам позволяет, то я порекомендовала бы вот такой вариант для крепления камеры. И последний вариант крепления камеры. Этим же вариантом я пользуюсь чаще всего при съемках, когда мне нужно разместить камеру, чтобы она смотрела сверху вниз на стол. Это вариант крепления камеры на поперечной балке на 2 стойках. Вот у меня есть 2 стойки. Я ставлю их по краям моего стола. Вот одна, вот вторая. И у меня есть такая балка. Это складная балка, которая состоит из разных частей. И ее можно удлинять, вставлять друг в друга. Так. Следующее. Вот я удлинила мою поперечную балку, и сейчас я ее вставляю на свои вот эти вот стойки, да, одним концом и вторым. Так, и я установила напротив своего стола посередине. Также я могу увеличивать высоту в этих стойках вот этими зажимами. Так, сделала нужную мне высоту. И дальше я использую такую насадку, тоже на струбцине с крутящейся головой на зажимчиках, для того, чтобы закрепить камеру уже на самой перекладине. Так. Я устанавливаю этот зажим на перекладину, его закрепляю. И дальше я беру камеру. Опять же, вот этим вот поворотным колесиком я вкручиваю свою камеру на эту голову. Резьба стандартная 1/4 дюйма. Дальше моя камера ходит туда-сюда. Я ее выставляю в нужное положение и закрепляю уже саму вот эту шаровую голову. Закрепили. И можно снимать.